Привет, друзья! Вы смотрите программу Only Spin. В этом ролике мы расскажем о том, как расскажем и покажем, как играет такая популярная блесна при ловле со льда Williams Wobbler. Вот. Наверное, самая популярная блесна у нас в московском регионе. Посмотрим, как на нее реагирует форель, как она ведет себя под водой, какие фишечки можно придумать для улучшения реализации поклевок. Смотрите. Вот блесна на дне. Здесь такое дно галечное, такое прикольное. Вот я делаю обычные стандартные классические взмахи. Блесна, вот она себя, не могу сказать, что она ведет себя стабильно. Может быть, конечно, я не очень стабильно дергаю, но в целом она сама по себе вот так вот сыпется. И, видимо, вот этот объем и вот эта сыпучка привлекает рыбу. Вот как раз рыба подошла, но не среагировала. У нас до этого уже было довольно много пустых поклевок. То есть рыба подходит, бьет в блесну, бьет сверху, бьет снизу, но никак не хочет реагировать в тройник. И никакими уловками игровыми не получается ее заставить клевать. Она лучше клюет в толще на самом деле. Но в толще тяжело снять и показать весь этот процесс. Поэтому мы все-таки привязаны ко дну и будем стараться в сторону. Чуть-чуть ушла из... Вот более короткие взмахи. Она играет как гвоздь. Как классический гвоздь. Для привлечения форели с дальней дистанции можно делать более широкие такие, более размашистые, плавные взмахи. Но потом уже, как правило, когда форель подходит, приходится играть с меньшей амплитудой. Вот подошла форель. Сейчас я ее попытаюсь раздразнить. Опа! Раздразнивать ее не пришлось. Она клюнула. Итак. Ну вот, сработала блесенка. Сороковой воблер. Причем сначала рыбы не было практически. Вот я думал, что уже не сможем мы поймать, потому что обычно сразу, если есть рыба, она сразу как бы себя показывает. А потом подошла через несколько взмахов, таких классических, обычных, без всякого выпендрежа. Взяла очень уверенно. На классическом взмахе. То есть, по сути, взмахов может быть так вот, если их разложить на какую-то градацию, их может быть 3. Один взмах это классический, с классической амплитудой. Второй взмах это небольшой взмах, чтобы блесна исключительно гвоздила, чтобы не делала вот этих вот своих колебаний за счет формы. А третий просто мормышинг. Такая игра, по сути, на одном месте. Вот от этих 3 базовых проводок и стоит отталкиваться. Ну и менять горизонты, потому что вот сейчас такая вот тоже история, что рыба лучше реагирует сверху, когда блесна выше. Это вот в камеру тяжело, а в практике очень хорошо видно. То есть как блесну начинаешь поднимать, либо ее вообще можно сверху опускать потихонечку и смотреть в прибор. И рыба подходит, и поклевки, когда она реагирует, вот блесна стоит, когда она подлетает снизу, поклевки лучше.
чем то, когда блесна находится на одном горизонте с рыбой. Это вот в камеру очень хорошо видно. То есть она начинает там ее бодать, она начинает сверху ее бить вот в верхнюю часть блесны. То есть блесна вот так висит. Вот. И когда рыба, по сути, вот на одном горизонте с ней, она сюда вот бодает в камеру, сюда боданет, сюда. То есть, ну, не обязательно она бьет вот в крючок, в точку прицела. А в тот момент, когда блесна выше от рыбы, получается ей как бы удобнее атаковать, что ли. Или нам удобнее подсекать ее именно. То есть она чаще идет в крючок и чаще идет правильная подсечка. Такие дела. Сейчас еще попробуем поймать. Сейчас вот я попробую поменять цвет. Вот это вот такой популярный цвет бубья. И я, ну, чаще, скажем так, из окуня это у меня пошло. Я все-таки ставлю какую-то точку атаки. Вот. Не уверен, что она прям сильно влияет, но вот поэтому клево мне показалось, что есть разница. Сейчас попробую, вот заменю бубья на тоже такой очень популярный цвет. Не знаю, как его на сленге назвать. Голубой, голубо-розовый, холодный. Цвет холодный будет называться. Попробую на него поймать. Ну вот еще раз, по сути, про проводки. То есть я бы все-таки, ну, начинаю с такой классики. Это вот когда блесна входит в горизонт и сыпется, и с дальней дистанции может привлечь форель. Дальше вот короткий взмах, он просто вот гвоздит. Ничего такого он практически не делает. Ну, чуть-чуть иногда пытается уйти. Но в целом это выглядит вот так. Классическое мормышение, это вот блесна играет. Как мормышка, по сути. Пока рыбы нет. Пока рыбы нет, да. Соответственно, вот рыба подошла. Точнее, она не подошла, она прошла. Не могу сказать, что она среагировала на блесну. Соответственно, когда рыбы нет, наверное, самое оптимальное это играть вот более широкой амплитудой, чтобы блесна сыпалась, привлекала рыбу. Она довольно большая, объемная. А дальше уже, когда начинаются подходы рыбы, вот здесь надо, конечно, играться и пробовать именно подбирать тот взмах, который будет именно вот сегодня, в данный конкретный день, в данный конкретный момент лучшим. Возможно, даже и цвет не нравится. Вот она, отпугивается. Что-то ее заинтересовало, но она не хочет брать. Не хочет форель. Ходит, но атаковать не собирается. Также, в принципе, можно менять угол наклона хлыста. Это тоже меняет характер игры блесны. Вот так она гвоздит. О!
Подошла, прям полетела за ней. Оп! Ну? О, да, такая приличная стайка прошла, но я не смог ее привлечь. Была четкая поклевка в крючок. Ну, то есть положением хлыста можно изменять игру. Я бы посоветовал как бы два положения. Вот такое вот, когда хлыст по сути опущен к воде практически. И стандартное положение под прямым углом. Да, но, видимо, этот цвет не так привлекателен для рыбы сегодня, потому что какие-то поклевки вороватые. Прошла хорошая стайка, но никто так и не клюнул. Поменял цвет. На бубе опять вернулся. Но на самом деле ничего это не изменило толком. То есть рыба также ходит, не реагирует. Вот. Оба! О! Подошла какая-то стайка. И вот из стайки среагировала одна рыба. Но опять-таки не засеклась. Короткий взмах ее привлек. Ну, ну, не хочет, плавает вокруг и не хочет. Более амплитудно сыграть. Оп, есть! Есть! О, неплохая. Неплохая рыбейка. Рыбейка неплохая была. Не, подожди. Да, случилась обычная ситуация. Форель сошла, и блесна зацепила провод камеры еще. Я камеру телепал. Ну, на самом деле сошла, потому что я лохобан в данной ситуации. Дал слабину, что-то удочку туда, леску сюда. У меня все запуталось. Короче, так делать не надо. Вываживайте нормально, правильно, не давая слабину, и тогда все будет хорошо. Вот. Я после летних рыбалок не смог нормально вытащить. А рыба села нормально, было видно, как она среагировала. Среагировала, опять же, все-таки на более амплитудные подъемы, когда блесна уходит в горизонт и вот так вот там подсыпает как бы. И это привлекло рыбу с дальнего расстояния, потому что я видел, что она издалека на камеру подошла, вовремя подсек. В принципе, поклевка состоялась. Про цвета в форелевой ловле тут, как обычно, их может быть миллион. Ну, скажем, такой минимальный набор 5-6 блесен, я думаю, должен быть у всех. Ну, вот у меня этот набор выглядит вот таким следующим образом. То есть, вот это классика, золото, серебро, бубья, яркая блесна. Еще бы я добавил салатовую, но она у меня там осталась в другой коробке, ярко-кислотную. То есть, вот должна быть на запуске обязательно какая-нибудь яркая такая, чтобы привлекала внимание. Ну, вот такая оранжевая и кислотная, там прям насыщенная есть у них. И вот эти такие цвета: голубой, холодный, не знаю, попугай, тоже в принципе яркая блесна. Ну, то есть иметь там надо 5-7 цветов вот именно этой модели. Но она реально популярная и иногда прям делает результат. Нравится форели и объем этой блесны, и как она как бы играет, сыпет за счет вот плоскости. Здесь нормальное соотношение веса блесны, соотношение размеров, пропорций. В общем, как-то так. Надеюсь, что-то интересное мы вам рассказали про Williams Wobbler в 40-м размере. Всем пока!